Уже по традиции появляюсь на этом канале только раз в полгода. Кто-то удивлен, я вот нет. Зато за эти полгода я смогла отрисовать аж 4, как и в прошлой части, новых редизайнов для новой части редизайна ваших персонажей, которые мои подписчики, а не люди, которые кинули и ушли спустя неделю, кинули в мой телеграм-канал. Но несмотря на это, я все равно смогла выбрать персонажей, которые меня интересуют и с которыми я знала, что могу сделать. Поэтому давайте посмотрим, что же вышло. Приступим к первой. По пожеланиям к редизайну было, как бы мой камень ребенок выглядел в вашей вселенке. Ну уж очень интересно. Минимум цветов, минимум деталей, простой силуэт. При этом всем я должна все это сохранить, потому что редизайн редизайном, а изначальный вид персонажа должен узнаваться. Поэтому одна из самых важных вещей, которые я должна была оставить, это асимметрия в прическе. То есть что косы, что прядки волос у лица, они должны быть асимметричными, как и в оригинале. В качестве основы я буду использовать черный цвет, то есть я заливаю до лица полностью все тело им, чтобы уже поверх него делать основной дизайн и акценты. Так же, как и в оригинале, я оставила всего 3 основных цвета. Тот же глубокий синий, просто я его немножко сделала более холодным, а также черный и белый. Серебряный я не вношу в отдельный цвет, так как это промежуточное между белым и черным. Может быть, у кого-то возникнет мысль, что волосы так-то не должны быть с какой-то текстурой камня, так как, скорее всего, персонаж вдохновлен страной самоцветов, а кто ее смотрел, тот понимает, что там за прикол с их волосами. Но все эти каменные элементы я просто вынесла как отдельные части, то есть в украшение ленты, в украшение обуви, в украшение того же топа. Как и со всеми последующими редизайнами, я не могу объяснить, почему я добавила тот или иной элемент. Я просто смотрю картинки с Pinterest, просто где-то вдохновляюсь и просто делаю так, как велит мне сердце. Потому что, если честно, это один из самых моих любимых редизайнов, в принципе, за все 2 части. Их всего 2, у меня уже есть любимчик, вау. В целом, когда вы делаете персонажей там для адоптов, такие же самые редизайны, делайте это с мыслью так, как будто вы делаете этих персонажей себе. Эта мысль реально помогает. Но правда, знаете, при этом всем потом очень трудно расставаться с этим персонажем, потому что вы сделали настолько крутой дизайн, настолько он вам нравится, настолько он в вашем стиле, что вам, не хочу, давайте, может как-то договориться, может как-то, может оставить себе. Но нет, нельзя, это чужое. Возвращаемся к дизайну. Если вы в целом посмотрите на весь дизайн, то основная часть, куда должен падать ваш глаз, это вот до пояса. Основная одежда-то у нас белая, элементы синие с серебряными вставками, а вот черный цвет просто помогает нам разгрузиться, потому что на нем практически нет никаких деталей. Даже если они есть, они чисто маленькие, чтобы сделать баланс. Я рисовала его с мыслью о том, что должно быть равновесие, должен быть баланс, что должно соблюдаться какое-то правило этих цветов. Не знаю, насколько это хорошо получилось, но я думаю, что все равно есть какой-то у меня прогресс, по крайней мере, с прошлого видео, потому что я рисую дизайны так же часто, как и выпускаю ролики, раз там в полгода, раз в год. Поэтому я думаю, что получилось очень даже неплохо. Второй редизайн для моего давнего знакомого, который подписан на меня уже очень давно. Из пожеланий человеку хотелось бы посмотреть, как она выглядит в моей вселенной, и также дополнение, она хорошо бы смотрелась как злодеем, так и героем, поэтому тут на твой выбор. И действительно, если вы посмотрите на референс, то тут непонятно, к какой она относится категории. К злым персонажам или к добрым. В моей вселенке в принципе нет такого, что кто-то абсолютно добро или абсолютно зло, поэтому персонаж очень даже подходит под мою тематику. То есть такой нейтральненький с уклоном в зло. Потому что когда я смотрю, у меня вот ощущение, что можно сделать так, что она какая-нибудь покровительница каких-нибудь бездн морских. Вам так не кажется? Эти глаза, эти крылышки, красный агрессивный цвет, я думаю, что очень даже подходит. Дизайн, в принципе, не отошел никуда от оригинала далеко, то есть я старалась по минимуму его изменить, потому что в целом мне оригинальная задумка уже нравится. Хотела оставить ее именно такой, какая она есть. По сути, я просто сделала образ более всемогущим, скажем так. И я бы даже сказала, более устрашающим. Коралловая корона, которая в образе каких-то ворот. Жгутики, которые очень и очень сильно сжалят. И хвост, который как будто бы из листьев водорослей. А самое главное, это большой красный глаз, который пристально наблюдает, что же происходит в ее владениях. В общем, я думаю, я 100% справилась со своей задачей. Но вот есть что-то в итоговом варианте напрягающее. Вот смотришь и думаешь, вот какая-то напряженная атмосфера между нами, да? Вот не надо нам такого. Надеюсь, владельцу понравится этот редизайн. А мы переходим к следующему.
Третий у нас на очереди это персонаж Шарлотта. По пожеланиям это у нас киберпанк или что-нибудь в стилистике моей вселенной. Ну давайте это сделаем. Я не знаю, намеренно ли персонаж делался как волчица в красной шапочке, ну, сами понимаете, думаю, аналогию, но именно в ней я это увидела, поэтому если ты вдруг не задумалась так, то I'm sorry, but я увидела именно это здесь. Я решила выбрать стилистику своей вселенной. Я пыталась, конечно, сделать в стиле киберпанка, но, знаете, я хотела над этим, наверное, где-то неделю, и у меня вообще ничего не получалось, поэтому я думаю, ладно, возьму уже то, что точно могу сделать. Тут даже не столько, как моя вселенная, сколько кто смотрел прошлую часть. Там был персонаж-демон, который просили у меня чисто добавить какие-то узнаваемые детальки. В принципе, я сделала что-то подобное и в этом случае. Я решила сделать ее охотницей, то есть сзади вы можете видеть, как она держит винтовку. Тут я пыталась как-то, знаете, сыграть на контрастах, что вот такая суровая охотница, я даже шрамик ей добавила, с какими-то плюшевыми элементиками, как шапочка, у которой вместо глаз пуговицы, такие мохнатые ботиночки. Вообще, в принципе, все вот эти вот пушистые красные элементы, они как-то делались как овечья шерсть, что ли. Волчица в овечьей шкуре получается. Насчет хвостика он в целом задумывался как аксессуар, то есть мы видим такой пояс на юбке, и сзади крестом прикреплен хвостик. Но если вдруг владелец захочет, можете сделать из нее, не знаю, девочку-волчицу, почему бы и нет. Скрытная волчица-охотница, которая скрывается под овечьей шубкой. Вот это персонаж. В целом дизайн мне очень нравится. Он дерзкий, узнаваемый. И при этом, как по мне, тут нет лишних деталей. То есть он такой сбалансированный, гармоничный. То, чего я добиваюсь в последнее время от своих дизайнов. Надеюсь, владельцу понравится этот вариант. Потому что, если честно, мои ощущения как будто бы от меня хотели совершенно другого результата. Но, как по мне, это самый подходящий результат и самое подходящее, что я могла вообще сделать с этим персонажем. Потому что как будто бы тут не вписалось бы мое обычное китайское платье, какие-нибудь рожки, какие-нибудь каблуки. Тут получился вот прям реально оригинальный персонаж, оригинальный дизайн. В общем, как-то так. Ну а мы переходим к завершающему дизайну. И завершающим четвертым дизайном я решила взять кей-поп-айдолку, потому что я люблю кей-поп, люблю их концепты, люблю их наряды. И я решила, почему бы не попробовать себя в придумывании какого-то темного концепта, потому что из пожеланий у нас именно это. Концепт хотелось бы зрелый или темный, жуткий, как у Red Velvet. Собственно, эту группу я брала за основу, то есть я просматривала их клипы, тем более совсем недавно вышел их новый камбэк. И вот каким-то образом мне в голову пришло, что это будет концепт Темного Олимпа. То есть наша айдолка, она в группе какой-то, и у этой группы концепт Темного Олимпа. Все девочки изображены как греческие богини, которые совершают что-то злое. Ну, в общем, такое вот что-то. Если вы посмотрите их фотографии, то там очень часто акцент сделан именно на красных губах. Прическу я решила собрать в такой пучок, коса, которая собрана в пучок. Выступающие пряди я решила оставить, челочку завить, добавить греческий ободок. Также у нее в волосах есть черные цветочки. Ее топ сделан как одежда у греческих богинь, то есть это тоже такая легкая ткань. Пояс там тоже есть греческий элементик, то есть лавровая ведь. И в целом, если вы посмотрите на фотографии Red Velvet, то у них в основном всегда очень строгие наряды. Там минимум деталей, четкий фасон, четкий силуэт. Я постаралась передать это в этом дизайне. Не могла оставить без внимания зеленый цвет кофты, поэтому я вынесла его в кристаллик на диадеме и в ожерелье. Надеюсь, владельцу понравится. Ну а на этом все. Пишите, какой дизайн вам понравился больше всего, а также почему он вам понравился. Ждете ли вы третью часть? Если ждете, то всегда можете оставлять своих персонажей в комментарии в моем телеграм-канале под определенным постом. Единственное, что условием будет подписка. В общем, надеюсь, вам понравилось это видео. Пока-пока.